Привет, друзья! Рамзан Ахматович Кадыров – яркая и неоднозначная личность в современной политике. Друзья молятся о его здравии, враги пытаются очернить. И тех, и других интересует одно – это материальное состояние Рамзана, источники дохода и вся информация, которая не внесена в декларацию. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Рамзан Кадыров и сколько он зарабатывает. Рамзан Ахматович родился 5 октября 1976 года в селе Центарой, Чечено-Ингушской АССР. Он сын Ахмата Кадырова, популярного на Кавказе политика, семья которого принадлежала крупнейшему роду Республики Чечня – клану Бемай. С раннего детства Рамзан был приучен к неукоснительному соблюдению родовых традиций, уважению и верности своей семье. В общеобразовательной школе будущий лидер Чеченской Республики познавал тонкости национальной культуры. Здесь же мальчиков, будущих защитников, обучали верховой езде и владению холодным оружием. В 2003 году, когда президентом Чечни стал Ахмат Кадыров, его сын возглавил его службу безопасности. В течение нескольких лет он периодически менял государственные должности, работая то в Министерстве иностранных дел, то руководя комитетом по выплатам компенсаций. Неизменным оставалась его позиция и четкое следование по стопам отца. В 2004 году погибает Ахмат Кадыров. Рамзан очень тяжело переживает его смерть. Он становится первым вице-премьером Чечни. С 2005 года исполняет обязанности председателя парламента, а через год, завоевав доверие чеченского народа, имея поддержку военных, Рамзан Кадыров становится главой Чеченской Республики. Не секрет, что первой и пока единственной женой человека, занимающего пост главы Республики Чечни, является Кадырова в девичестве Айдамирова Медни Мусаевна. Эта мусульманская чета удивляет тем, что кроме своих 10 детей в 2007 году взяла на воспитание еще 2 мальчиков из детского дома. Медни Кадырова родила 4 сыновей и 6 девочек, и теперь у них в семье 12 детей. Сама Медни Мусаевна, занимающаяся не только хозяйством и детьми, как это принято в кавказских семьях, стала еще и дизайнером мусульманской одежды. В Грозном она открыла модный дом, наряды, созданные ее руками, стильные и красивые. Но главное, удовлетворяют достаточно критичным требованиям мусульманских традиций. Сегодня ее магазины работают не только в Чечне, но и в других мусульманских странах, например, в Арабских Эмиратах. Согласно данным правительства Чечни, официальный доход Рамзана Ахматовича составил 7 миллионов 580 тысяч рублей. Семья Кадыровых также владеет недвижимым имуществом. Это земельный участок 3600 квадратных метров и дом 2300 квадратных метров. Но по слухам, состояние Рамзана Ахматовича Кадырова вовсе не ограничивается суммами, указанными в декларации. Дело в том, что семье принадлежит региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. Именно эта организация является основным и, главное, неофициальным источником дохода семьи. Она принадлежит не главе Чеченской Республики, а его матери, Аймане Несиевне. Фактически управляет им сам Кадыров. По документам фонд признан оказывать помощь нуждающимся и проводить необходимые ремонтные работы в Чечне. Согласно отчетам фонда, его бюджет составил более 3 миллиардов рублей. Справедливости ради стоит отметить, что в этом же году организация потратила 747 миллионов рублей на благотворительность и 8 миллионов рублей на содержание. В Росреестре появилась информация о конюшне, построенной еще в 2009 году по поручению главы Чеченской Республики. Гудермейский ипподром включает административный комплекс, 3 конюшни, склад для сена, трибуны и один из самых лучших скаковых дорожек в России и в мире. Официально владельцем числится тренер лошадей Саид Альви Шаптукаев. Сейчас это лучший ипподром в России. Как настоящий кавказский мужчина, Рамзан Кадыров любит не только породистых скакунов, но и роскошных железных коней. Друзья знают об этом и часто дарят ему автомобили немецких и итальянских марок. Например, в коллекции Рамзана Ахматовича есть дорогие коллекционные машины от Тамерлана Мингаева. Это Bugatti Veyron за 1,5 миллиона евро. Кроме этой, есть и другие роскошные автомобили – Lamborghini Reventón, Mercedes-Benz McLaren и Ferrari. Стоимость одной из них начинается от 450 тысяч рублей. Машины Кадырова – это не только лучшие модели зарубежного автопрома, но и железные лошадки российского производства.
Здесь есть Лада Приора, ЗАЗ-968 и ВАЗ-2105. Большинство этих автомобилей объединяет не только заоблачная стоимость, но и особый номерной знак. Это КРА, инициалы сами знаете кого. В 2007 году футбольный клуб «Терек» был переименован в «Ахмат» в честь бывшего президента Чеченской Республики. Официально клубом владеет правительство республики. Все необходимые траты спонсируют фонд Кадырова и Тельман Исмаилов. Рамзан Кадыров является также одним из 3 владельцев Федерации бокса республики. Кстати, сам он тоже мастер спорта по этому виду спорта. Кроме бокса, он также занимается тхэквондо. У главы Чеченской Республики черный пояс по тхэквондо. Но это не единственное спортивное достижение Рамзана. В 2017 году в интернете появилось видео, на котором он 50 раз подряд поднимает штангу весом в 50 килограмм. Состояние Кадырова Рамзана позволяет ему иметь частный зоопарк с хищными животными. Он может похвастаться наличием элитных кавказских овчарок, оленей, страусов, тигра, медведя, льва и даже волка. В декларации указано не только состояние Кадырова, но и его супруги – Медни. Согласно документу, Медни Кадырова владеет квартирой в Москве. Апартаменты находятся в одном из самых престижных районов столицы – в жилом комплексе Воробьевы горы на Мосфильмовской улице. Также указано, что годовой заработок супруги Рамзана Ахматовича составляет 60 тысяч рублей, а 2 несовершеннолетних детей Кадырова зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц. Источники дохода не раскрываются, а хотелось бы. Рамзан Кадыров дарит подарки любому человеку, которому пожелает. И довольно часто это железный конь, причем далеко не из дешевых. Например, дорогие «Мерседес» от главы Чеченской Республики достались Хабибу Нурмагомедову, игрокам футбольного клуба «Ахмат» и маленькому 5-летнему рекордсмену мира по отжиманию от пола своей возрастной категории почетному гражданину Чеченской Республики Рахиму Куриеву. Еще одна машина, на этот раз Porsche Panamera, была подарена тренеру сыновей Рамзана. В 2015 году в Чеченской Республике открылось отделение байкерского клуба «Ночные волки», и глава подарил его участникам 16 мотоциклов. Состояние Рамзана Кадырова позволяет ему делать дорогие подарки и звездам, отечественным и зарубежным. На деле, конечно, не доказано, что селебрити первой величины получают материальную поддержку, но, по слухам, известные личности с любой точки мира охотно летят в Чечню, если их пригласят. Подарками от Рамзана Ахматовича могут похвастаться Сергей Зверев, часы за 100 тысяч долларов, Яна Рудковская, машина за 250 тысяч долларов, Ванесса Мэй 500 тысяч долларов, Майк Тайсон 2 миллиона долларов и Жерар Депардье квартира за 15 миллионов долларов. И это только известные случаи небывалой щедрости руководителя Чеченской Республики. Несмотря на то, что состояние Кадырова позволяет делать ему подарки каждому, кому он посчитает нужным, руководитель республики также не забывает о простых людях. В 2005 году во время визита в один из приютов, еще будучи премьер-министром, Кадыров познакомился с Виктором Пегановым. Его мать погибла во время бомбежки, а отец бежал в Краснодарский край. Сам Рамзан Ахматович усыновить мальчика не мог из-за малой разницы в возрасте, и поэтому попросил свою маму стать приемной матерью для мальчика. Виктор сменил имя на Висит, взял фамилию Кадыровых и принял ислам. Рамзан Кадыров и его супруга стали приемными родителями для братьев Доскаевых – Арби, Имрана и Мурада. Последнего, как и Витю, усыновила Аймани Несивна. Усыновление детей – это один из шагов по устранению приютов и детских домов в Чеченской Республике политики Рамзана Ахматовича. И можно уверенно сказать, что он ее добился. Чечня – единственная республика в России, где нет подобных организаций. Кроме этого, благодаря усилиям главы состояние Чеченской Республики буквально преобразилось за годы его правления. Пожелаем Рамзану Ахматовичу долгих лет жизни, ему и его семье, крепкого здоровья и больших успехов. Ну а если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!